Верите ли вы, что 1% такой таблетки может убить тысячи живых нематод, которые очень напоминают логово змей в миниатюре? И все это из-за одной вот такой вот таблетки для дезинфекции воды. На обратной стороне упаковки написана строгая инструкция, которую необходимо соблюдать. Для этого эксперимента у меня как раз есть грязная вода из озера. Одна маленькая такая таблетка рассчитана на 5 литров воды, которой она убьет полностью все живое. Во всяком случае, так заявляют производители. Но так ли это на самом деле? И бонусом проверим энтеросгель и активированный уголь на микробах. Давайте начнем наш эксперимент. Для этого раскрошим таблетку и кинем совсем маленький кусочек в каплю воды из озера. Посмотрите, какая бурная реакция происходит в одной маленькой капле воды из озера, когда мы добавили туда лишь одну крупицу из этой таблетки. После такой бурной реакции под микроскопом в этой воде не видно ни одного живого существа. Действительно, от всякого мусора и примесей обеззараживающая таблетка не очищает воду. Именно поэтому мы с вами наблюдаем под микроскопом большое скопление мусора, который находится в капле воды из озера. В данный момент эта капля воды напоминает чем-то даже безжизненную пустыню, в которой находится множество камней. Но мы же с вами хотим увидеть обеззараживание в реальном времени, именно поэтому я взял новую каплю воды из озера, в которой нашел вот такого вот червя. Крупицы таблетки для обеззараживания уже начали активное действие, и вы только посмотрите, как этот червь вздулся в некоторых местах. В данный момент вы наблюдаете активное выделение пузырьков углекислого газа. Они образуются в результате взаимодействия активных компонентов таблетки, хлоросодержащих веществ и органическими кислотами. Вот так за секунды эта таблетка справилась с этим червем. А если присмотреться, то в колечке этого червя можно заметить даже мертвую инфузорию. А теперь перейдем к огромнейшему скоплению микроскопических червей, которых называют нематоды. Добавляем к ним немножко раздробленной таблетки, и реакция начинается. Вы только посмотрите, как они извиваются. Они даже чем-то напоминают змей, только в миниатюре. Представьте себе, данная таблетка уничтожает 99,9 бактерий, 99,99 вирусов и 99,9 простейших цист. Я думаю, эти показатели очень сильные. Некоторые нематоды уже практически перестали двигаться. Однако у меня есть для вас очень интересная информация. Дело в том, что тело нематоды покрыто плотной многослойной оболочкой. Стандартная походная концентрация хлора в воде просто не способна пробить этот барьер за стандартные 30 минут. Даже если взрослая особь пострадает, яйца, которые находятся внутри нее, имеют еще более прочную скорлупу, устойчивую к окислению. И даже это еще не все. Живые нематоды могут заглатывать опасные бактерии. Хлор не может добраться до микроба внутри червя. Из-за этого нематоды становятся своеобразным щитом для инфекций. Так что, когда вам рассказывают, как круто куркума справляется с нематодами, вспомните эти слова. Таблетки для обеззараживания воды используются лишь там, где невозможно использовать кипячение. Но самым надежным способом остается фильтрация и потом кипячение. Само по себе кипячение убивает 100% вирусов и бактерий. Поэтому после кипячения воды таблетка для обеззараживания воды будет просто не нужна. Ну а если все-таки хочется скомбинировать, то тогда фильтруем воду, бросаем таблетку, ждем 30 минут, хлор убивает бактерии и затем кипятим эту воду. При кипячении активный хлор очень быстро разрушается и полностью выветривается из воды. Если вы сделаете наоборот, сначала вскипятите, а потом бросите таблетку, то вода останется с резким запахом и вкусом хлора, который вам придется пить. Но в целом, учитывая, насколько нематоды стойкие, то можно сказать, что таблетка довольно неплохо справляется. И в данный момент вы наблюдаете результат только за первые 15 минут. Двигаясь, живые нематоды создают перемешивание активных веществ в таблетке для обеззараживания воды в этой капле воды. И такими движениями они только усиливают эффект от действия такой таблетки. На мое мнение, примерно еще через 15 минут эти все нематоды будут полностью обездвижены. Так что таблетка для обеззараживания воды действительно показала шикарный результат, которого я не ожидал. И это лишь пара крупиц из этой таблетки, которые действуют только на одну каплю воды. Теперь, я думаю, несложно представить масштабы действия этой таблетки на 5 литров воды. В 1 миллилитре неочищенной озерной природной воды живет от 1 до 10 миллионов бактерий. В 5 литрах воды может содержаться от 5 до 50 миллиардов бактерий. То есть в одной 5-литровой бутылке дикой воды бактерий может быть в 6 раз больше, чем людей на всей планете Земля. А если сложить эти бактерии в одну линию, получится цепочка длиной около 50 километров. Вы только представьте, если говорить конкретно про нематод, то таблетка для обеззараживания воды с ними справляется. Кстати, на этом моменте можно заметить несколько микроорганизмов, на которых таблетка для обеззараживания воды также подействовала. Пока что они передвигаются и ни о чем не подозревают, но через секунду они встают
обездвижены. В комментариях под прошлым видео вы просили показать мелких рыбок, которых я случайно поймал, когда брал пробу воды из озера. В данный момент эти маленькие рыбки живут в чистом просторном аквариуме. В этом аквариуме есть водоросли, улитки, песок и даже культура инфузорий, которыми мальки питаются. А еще периодически я кормлю этих мальков как раз таки такими вот нематодами, которых вы наблюдали ранее. Кстати, как думаете, что это за рыба? И что из нее вообще может вырасти? Напишите про это в комментариях. Но эти маленькие рыбки уже заметно подросли. Вы только посмотрите, какие они гиганты. Хотя на самом деле длина каждой рыбки максимум 1 сантиметр. В общем, жизнь в этом аквариуме продолжается, и мне так же, как и вам, действительно интересно наблюдать за тем, как эти рыбки развиваются и что из них вообще по итогу вырастет. Но и это еще не все. В комментариях к прошлым видео вы часто просили проверить активированный уголь. Измельчаем активированный уголь и закидываем совсем маленький кусочек от этой таблетки в воду из озера. И только что вы наблюдали, как мы потревожили инфузорию этими микроскопическими кусочками активированного угля. И знаете что? Ей абсолютно все равно. 0 реакции. И почему же главный очиститель из нашей аптечки здесь не сработал? У инфузории есть химические рецепторы, и они говорят ей: тут безопасно, так что расслабься. Во-вторых, посмотрите на эти черные глыбы. Для нас это мелкая пыль, а для инфузории огромные скалы. Она питается бактериями размером в 1 микрон, а куски угля в 30 раз больше ее рта. Ее реснички просто отбивают эти кирпичи в сторону. А получается удивительный парадокс. Мы привыкли, что уголь уничтожает заразу в нашем желудке, но в микромире все наоборот. Активированный уголь не убивает инфузорию, он строит для нее курорт. Угольная пыль, как мощный пылесос, впитывает из капли все токсины и тяжелые металлы. Вода вокруг становится чище, а на поверхности угля начинают плодиться бактерии. Так что вместо яда инфузория получила идеальный, экологически чистый дом и бесплатный шведский стол. Так что в борьбе против живых микроорганизмов лучше не использовать активированный уголь. И запомните, никогда не занимайтесь самолечением. Ведь если бы я не рассказал вам такую информацию, вы бы могли подумать, что активированный уголь может справиться с такими микробами. Я думаю, такая информация по-настоящему для вас полезна. И даже только из-за этого можно поставить лайк под этим видео за мои старания. И раз активированный уголь не справляется, то что насчет энтеросгеля? Я нашел его вот в таких вот капсулах. И что произойдет, если всыпать всего одну крошечную щепотку? Буквально 1% от объема. Прямо в каплю озерной воды с инфузориями. Растворится ли он или убьет микромир? Смотрите, под микроскопом нас ждет полная неожиданность. В отличие от аптечного желе, эти сухие кристаллы при попадании в воду вообще не меняются. Они не растворяются, не разбухают и не превращают воду в кисель. Они лежат на дне, как твердые монолитные глыбы космической формы. Для инфузорий этот порошок не стал химическим ядом, ведь энтеросгель абсолютно инертен, но капля превратилась для них в опасную полосу препятствий. Бегая на огромной скорости, инфузории начинают постоянно врезаться в эти жесткие невидимые стены. Представьте, что в вашем городе посреди дорог внезапно выросли бетонные блоки. Хотя кристаллы не растут, они работают как механический лабиринт. Сама структура энтеросгеля — это микроскопическая губка. Инфузория слишком велика, чтобы пролезть сквозь ее поры, но застрять в узких щелях между неподвижными кристаллами проще простого. Со временем инфузории утыкаются в них носом. Их реснички блокируются, они теряют скорость и оказываются зажаты в глухом каменном плену. То есть передвижение этой инфузории — это лишь вопрос времени. Рано или поздно она просто застрянет между этих огромных камней. Допустим, хрупкие инфузории застряли в этих полимерных баррикадах. А что если бросить в этот каменный лабиринт настоящих титанов микромира, крупных червей-нематод? Их защитная броня легко выдерживает даже удары походного хлора. Но справятся ли жесткие кристаллы со змеиной силой? Это мы сейчас и узнаем. А инфузория, как я и говорил, застряла в этих каменных джунглях. И вот тут прямо сейчас начинается мощный экшен. Сила нематоды в ее жестких мышцах и постоянном извивающемся движении. Когда червь натыкается на неподвижные кристаллы порошка, он даже не думает останавливаться. Нематода начинает буквально расталкивать и крушить эти баррикады, проламывая себе путь головой. Для нематоды эти неразрушаемые кристаллы не смертельный капкан, а просто куча щебня на дороге. Она сдвигает полимерные глыбы своим телом и продолжает плыть дальше. В этой битве аптечный сорбент оказался бессилен. Черви снова вышли абсолютными победителями. А как считаете вы? Напишите про это в комментариях. Обязательно посоветуйте, что нам испытать в следующем выпуске на микроорганизмах, либо на вот таких вот нематодах. А на этом пока все. Всем пока.